Привет, дорогие друзья! С вами Ева, и мы с вами в Омане. Боже, как мне нравится эта часть моего отеля. Птички, фонтаны. Это шикарная архитектура. Каждый уголок этого отеля по-своему прекрасен. Вот и мой первый завтрак в Маскате. И я приехала в Royal Opera House. Здесь, наверное, самая шикарная опера, в которой я когда-либо была. Друзья, мы с вами переместились в Мутрах. Там чайки. Стою тут на солнышке, наслаждаюсь, какая красота. А я чувствовала, что мне здесь нужно погулять, в этой мечети, только снаружи. Вот у меня номер называется Сырай Рум. Это место, о котором, в принципе, я мечтаю всю свою жизнь. Та-ра-рам. Какая красота. Мой лобстер King. Вау. How nice. Thank you so much. Доброе утро, мои друзья. С вами Ева. И вы на канале Ева Рейки. И сегодня я проснулась в Омане, в Маскате. И у меня был ночной рейс. Я только что проснулась, приняла душ, отгладила свой шелковый костюмчик. Думала, что одеть. Но почему-то именно его захотелось. Как и в Дохе, хочется быть полностью покрытой, хочется одевать что-то легкое, светлое, как-то здесь все к этому располагает. Вот, я обязательно из этой поездки сниму пару влогов, и, собственно, это первое видео, это начало этого влога из Маската. И сейчас я иду на завтрак, здесь такие, знаете, вот такие уже терпкие, сладкие ароматы, напоминающие мне Индию. Я не могу сказать, даже такой вот, не только аромат, но сам воздух, он такой ласковый, как будто бы как бальзам по телу раскатывается. В общем, это что-то невероятное. Я остановилась в отеле Шеди. Прекрасно, мне все в нем нравится. Очень красиво, эстетично. В общем, пойдем на завтрак. И я обязательно буду снимать все самое-самое интересное. Но сегодня, наверное, отдохну. Но вот завтра сниму вообще полностью разбор всего отеля. Прекрасно у меня собрался лук для Дубая. Я купила в прошлом году этот вискозный костюмчик. Но вот хранила его вот всегда для какой-то поездки. Супер. Пришлось все погладить, потому что весь мой гардероб просто смялся. Очень тонкие ткани. В общем, занималась глажкой. Но зато как классно выгляжу. Класс. Ну что, погнали. Как мне нравится эта часть моего отеля. Прекрасно. Какие-то шезлонги здесь такие прям спрятанные. Очень мне нравится. Красиво как. Сказочно, просто сказочно. Голуби, попугайчики, слышите, как поют? Этот аромат, я просто так скучала по нему. Это терпкий, влажный, такой горячий. Ну, не горячий, но теплый, такой обволакивающий воздух. Это что-то нереально, очень сильное, яркое солнце. Красота, боже, как классно. Ну что, идем попробовать первый раз коснуться пальчиками, ножками моря, вернее, залива. Боже, какая красота. Ну, почему-то никто не купается в море. А оно так выглядит привлекательно. Какая красота. У меня вообще нет слов. Это будет, наверное, такой же влог, как был из Дохи. Говорить вообще просто невозможно. Здесь просто хочется шептать, замирать. Такое умиротворение. Я даже не знаю, могу ли я, извините, в очках. Видите, какое солнце? Очень яркое. Хочется просто замирать и молчать, наслаждаться. И тут такая тишина. Нету ни машин, ни голосов людей. Просто невероятно. Там чайки, видите? Очень красиво. Просто сказочно.
Первый завтрак в Омане. Жду яйца Бенедикт. Как обычно. Взяла фруктов немножко, орешков. И, конечно же, кокос. Посмотрите, какая вокруг меня красота. Ну что, вот и мой первый завтрак в Маскате. Вкуснейшие яйца Бенедикт. Я уже вижу, какие они прям. Я выбрала себе хлебушек, попробовала. Капучино, кокосик, микс салата и немножко фруктов. Красота. Я никогда не ела такого яйца Бенедикт, чтобы он был такой прям оранжевый. Видите, цвет помидора и цвет яйца. Это, наверное, самый вкусный пэшн-фрут, который я ела. Такой зрелый и со сладкий. Просто восторг. Класс. Это моя первая прогулка по территории отеля после завтрака. И, конечно, пространство этого отеля впечатляет. Птички, фонтаны. Это шикарная архитектура. Я же говорю, здесь вообще не хочется говорить. Хочется просто молчать. Территория отеля просто огромная. Я вышла из своего номера, у меня сырая часть. И я все никак еще не могу дойти до того огромного бассейна, который, собственно, является визитной карточкой этого отеля. Они мне предложили баги, но я думаю, я пройдусь. Не думаю, что это прям так далеко. На самом деле, вот эти вот колоски, я обожаю их в Бодруме. Я не знаю, как они называются. Но для меня это вот просто, когда есть эти колоски, которые так шуршат на ветру. Это вообще, это, видимо, что-то еще связанное с Украиной, знаете, на генетическом коде. Потому что я, когда вижу эти шуршащие колоски, они создают такую классную атмосферу. Ну что, вот я пришла. Красота. Самый удивительный для меня факт, что вообще никого нету в море, это как-то настораживает. Очень хочется окунуться, на самом деле очень жарко, 30 градусов, но все лежат на шезлонгах или плавают в бассейне, совершенно никто не купается в море. Отель просто настоящий лабиринт. В принципе, обошла уже практически всю территорию отеля, но она огромная и очень зеленая. Слышите, как поют птички? Такой natural прям вайб. Очень круто. Здорово. Сейчас 11 часов дня, сейчас уже 31 градус. Я, в принципе, люблю и влажность, и жару, достаточно спокойно ее переношу. Поэтому для меня, в принципе, все окей. Хотела куда-то поехать, но из-за того, что Рамадан, мне сказали, что в оперу, что на сук, на рынок, в центр города, на Корниш и в мечеть. В общем, везде нужно ехать утром в 8 утра, нужно выехать. И, видимо, завтра я так и сделаю, потому что сегодня я только в 3 часа ночи легла спать, потому что я только в 2:30 заехала в свой отель ночью, поэтому завтра я думаю, что у меня будет более насыщенный день. Я хочу поехать и в оперу, Гран-Опера и Гран-Моск. Вот, и все, может быть, в один день как раз и посетить. Прекрасный аромат. It's my first day. I actually came just tonight.
Keep left to Sultan Qaboos Street. This area named Al-Adeba. Al-Adeba, Al-Khwayab. It's luxury area, This area. like private villas. This road named 18 November. Что, я уже в такси, переоделась в максимально закрытое, еще более закрытое, и направляюсь в оперу. Решила, что сегодня в середине дня, пока есть силы, я быстренько съезжу на экскурсию в Опера Хаус. Там очень красивая архитектура, очень такое элегантное место. А завтра с утра, в 8 утра, я поеду сразу же в мечеть. Вот, хочу зайти вовнутрь, хочу погулять вокруг. В общем, такой у меня план. А в остальное время буду только у моря, у бассейна и в своем прекрасном номере. Beautiful mountain view there. This is the hotel. In 6.5 kilometers. Exit to Al Hilal Street. А вот и точка моего назначения. Royal Opera House. Какая красота Turn невероятная. right. Класс. Мне кажется, прекрасное начало путешествия. In 100 meters. You'll arrive. You've arrived at your destination. Что вот и начинается мое исследование Маската. И я приехала в Royal Opera House. Здесь проходят каждый час интересные туры по внутреннему пространству, по всем интерьерам, по залам. Вот. Ну, в общем, представляете, я прилетела в 3 часа ночи, сейчас полдень, шпарит солнце так, что я не вижу вообще, куда тыкать на экране, я не вижу себя без очков, вообще просто нереально. Вода, кстати, нужно быть очень аккуратной. Меня, ну, я знаю, что, конечно, сейчас Рамадан, и лучше перед кем не пить воду, но настолько жарко, что я взяла все-таки с собой бутылочку воды. Вот, и мы с вами отправляемся исследовать этот прекрасный город. Класс! Как обычно, я оделась максимально удобная. Шелк, вискоза, максимально такая свободная одежда, балахонистая. То, что нужно в этом регионе. Воу. Это да, как 3 реала стоит тур, он начинается каждые 20 минут. Сейчас в связи с тем, что происходит Рамадан, нету никаких концертов, кроме, по-моему, суфи, да, молитва. Но я, наверное, сюда не пойду, но вообще интересно, наверное. Так, ну что, пойдем исследовать. Вы посмотрите, какие шикарные интерьеры. Волшебная. Тур начинается каждые 20 минут, так что я как раз вовремя. Опа, оп. Так. Боже, какое великолепие. Вот это да. Вот это я поражена просто. Посмотрите, я не знаю, передает ли камера. Такие красивые сочетания цветов. Девушка позвала меня, сказала, что тур уже начался, чтобы я догнала группу. Ничего себе.
Я не могу передать. Наверное, самая шикарная опера, в которой я когда-либо была. Невероятно. Lights company, the company who work on this organ. It has 4,600 pipe and it's 50 ton with the stage 550 ton. And it takes 15 minutes to move first, it's moving hydraulically by hydraulic system. So for example, if we lead the organ to the front, what's happening? The frame, it will be removed. The foot, brown, will still be closed to the balcony, so it will be like connected. Yeah. And why we have this huge organ here? Because our latest Majesty, Sultan Qaboos, he was very interesting and musical. Мы с вами находимся в опере, и на самом деле невероятное место. Здесь это все резьба, натуральное дерево, такая красота, просто сказочная. Такой аромат роскоши и изысканности. Я не знаю, как такая в целом атмосфера, знаете, какая-то очень удивительная для оперы. Сколько я была в опере, но это, наверное, самое уютное, самое уникальное. И вы знаете, что в мире у нас всего сейчас 2 султана. Это султан есть в Омане и в Брунее. Так вот, султан Омана, он просто фанат, он любитель классической музыки, органной музыки. Поэтому он построил здесь органный зал, орган. Вот, и этот орган, сейчас только что рассказывали, что он перемещается. Видите, он сейчас сзади, когда другие здесь концерты или выступления. Но когда это вечер органной музыки, то он выдвигается сюда вперед. Что-то вообще невероятное. Никогда такого не видела, не слышала. Смотрите, какая красота вокруг. Это, на самом деле, не знаю, мне кажется, камера не может передать. Я сейчас поближе поснимаю все детали, и вы поймете, что это везде, все здесь уникальная резьба. Натуральное дерево, все. Красота просто. Смотрите на это сочетание цветов. Такой прекрасный аромат дерева. Очень красиво. Видите, там готовятся к вечернему выступлению какие-то новые декорации. Можно рассмотреть орган. Видите, какой он огромный. И он перемещается. Да, невероятно. Я вчера поспала, до вылета я спала часа 3, сегодня часа 3. И, в общем, я такое состояние, просто в шоке. Во-первых, очень жарко. И такая невероятная атмосфера, красота. В общем, у меня, я как помню, как в Дохе тоже приехала, я не могла вообще найти слов, чтобы как-то вообще что-то сказать на камеру, как-то описать. Просто были одни вздохи, охи-ахи, ну, потому что это так и есть. Просто, ну, вот один восторг. Просто хочется все разглядывать, смаковать. И хочется с вами тут замирать, не болтать, а просто вот так вот. Вау! Правда, очень классно. Красиво, изысканно, все такое новенькое. Очень, знаете, вот и резьба, и вся работа по гипсу, она вся такая очень тонкая. Я вам как архитектор могу сказать, что это очень сложная ювелирная работа. Очень красиво здесь. Water resilient and it's easy to carve on. The chandeliers were all made in Austria by Swarovski, the company. The ceiling is the first thing that attracts you as a visitor because it's very beautiful, it has a lot of details. So that was inspired from Jibril Castle in Bahla, which is one of the oldest in Oman. So it represents Islamic and Omani architecture. And the marble is travertino from Italy. So this type of marble absorbs humidity, it keeps the place cool, and it's very shiny. So it's more suitable to put indoors. And outside, it's Omani limestone. So that stone has 8 years to build and 7 years of plan. So this was the first royal opera in the world. 12 лет уже этой опере. И она сказала о том, что
Это дерево, это весь, все дерево в этой опере, это тик. Я же говорила, что все массив, поэтому это невероятное ощущение, потому что в нашем мире, где все делается из МДФ и из фанеры, когда ты видишь натуральное дерево, массив, это, конечно, просто восхищает. Все это сделано из тика. Ну, тик известен своей прочностью, очень прочный, долговечный материал, не подверженный изменениям климата и влажности. So these are His Majesty's private collection from Europe. All of these go back to the 17th and 18th century. They're very ancient, but they look quite new. And most of the instruments are made of pearl, ivory, mahogany wood, and glass. So these are very unique materials. And the Sultan gave it as gifts in 2011. So you can read about it and take some photos, and then we go to the cemetery. Because the stage is extended, so now the depth of the stage is bigger than the depth of the seating area. So when we have an opera, this part of the stage will go down, and this will become the pit for the orchestra. But if we had the concert, we need more seats, so that part is removed, and the seats that were below the ground will go above the ground. So again, we use the hydraulic system to move things. We also have a pipe organ behind us. It's one of the biggest in the world. It was made in Germany and born by Kleist. So it has 4,500 pipes, 50 tons, and the whole organ can go forward and backwards. So now we don't need it, so we can push it inside. But when we need it, we pull it forward, and so on. Вот эта вот центральная ложа, она как раз для султана. Оттуда открывается самый лучший вид, как нам сейчас сказали на экскурсии. Они готовят сейчас сцену к травиате, которая начнется после Рамадана. Вот. И если вы слышали видео, то здесь просто все трансформируется. Это выезжает, то приезжает, яма опускается вниз. То есть это просто невероятная опера-трансформер. И, кстати говоря, оказывается, этот орган входит, по-моему, в 12 самых больших и крупных в мире. Представляете? Такое вот чудо света. Как жаль, что я из-за Рамадана не попала ни на какой здесь удивительный, уникальный концерт. Хотелось бы. Да, чудесное место. Стоит прилететь сюда только ради того, чтобы побывать в этой опере. У нас еще, кстати, такой момент, что, по-моему, уникальная опера в мире, где идут субтитры сразу же на английский и на арабский язык. Разговорилась с девушкой, которая нам проводила экскурсию. Она так на меня, знаете, вот такие светлые люди с чистой энергетикой друг к другу притягиваются. Я у нее спросила, куда мне еще можно поехать. Вот она мне подсказала парфюмерную фабрику, главную оманского бренда. Он так называется, я вот здесь вот напишу, Амажур или как-то так. У меня тоже, кстати, он есть в Шейде отель в номере. Вот и мы с ней разговорились, она сейчас спрашивает, откуда я замужем, про детей и так далее. И мы начали, а ей 30 лет, она такая тоже очень молоденькая такая девчонка, глаза светятся, хочет замуж. Вот, начали говорить про детей, про замужество. То есть она покрытая, вы понимаете, она даже здесь, вот они уже понимают здесь, что дети, семья, все это, понимаете, это должно быть только в том случае, когда человек готов, когда человек действительно готов в это вкладываться, он понимает, о чем это, что это такое. Вот. Это не просто формальность, а потом растут травмированные дети или люди переживают сложные разводы, поэтому очень был интересный разговор, я ей пожелала встретить свою любовь. Вот, она меня расспрашивала про мою жизнь, про детей мы говорили, про то, как-то там поздно, не поздно. В общем, про это все очень интересно. Вы знаете, главное заключение, что даже вот здесь, в такой, в общем-то, консервативной стране, уже очень такие, знаете, в духе нового времени, понимания у людей, нету обязаловки, нету насилия, есть полное понимание осознанности, что нужно создавать и пары, и отношения именно вот из любви, из понимания вообще, что происходит. Вот. Ну что, пойдем посмотрим оперу со всех сторон. Может быть, действительно поеду на эту парфюмерную фабрику, которую она мне посоветовала, потому что в Рамадан все закрыто, но вот она, похоже, открыта. Какое красивое сегодня небо с такими облаками добавляет красоты моим кадрам. Очень мне нравится. Погода на самом деле шикарная. Я обожаю такую погоду. Очень красивая территория, вокруг зеленая, такой парк.
Прекрасное место. Я рада, что именно с Royal Opera началось мое посещение такого Омана. Ну, кроме моего отеля, он считается 6 один из самых лучших отелей в Маскате. Вот. Опера мне очень нравится. Я просто балдею от этой погоде, потому что такая ласкающий жар такой, такая приятная в меру влажность, такой ветерочек, видите, такой немножко поддувает. Ну, в общем, просто как же мне нравится. Просто этот год у меня, это прям арабские страны меня захватили мою душу. И хочу еще, и еще, и еще. Did you go? Yeah. Also? Yeah. What is... Maybe I see you there also. Hi! Omani, where? Matra? But you don't know which city I'm from. How you can find me? I'm from Kharkiv. Okay. You know Kharkiv? Kharkiv, huh? Yeah, it's border. Kharkiv, It's yeah. It's the most actually Yeah. hot situation. Hop and like in 5 minutes another landscape. Yeah, that was jungle. Here jungle. Here desert with mountains. Wow, beautiful country. Is that a factory or something? Here? Yeah, that is on the right. And this, Factory. that, Yeah. that tanky Uh-huh. for the petrol. Ah, yes, oh yes, of course. You have gold as a petrol. Black gold. Yes. Also Ukraine. Too much. Why Putin you want Ukraine? And America now you want Ukraine. We not give anything anyone. You already from spending with me 10 minutes. I think you got everything about Ukrainians, yeah? Oh, how beautiful. Nice. It would be really Yeah, that's- nice to rent a car. From where that ship came? I am not asking them. No, I mean there is probably some Gulf. This probably from Today Dubai. Tuesday, no? Today, Tuesday, yeah. Every Tuesday. Oh no, cruises today come. Wednesday. Wednesday. I think, yeah. Tuesday and Wednesday is coming. Mm. This is the center of the city, actually. Yeah, we are now. This is no. No, like touristic center, old city, I would say. Yeah. This is old. Center Muscat. There. This is Few for Sultan. cruise. Yeah, also know? few cruise ships. Nice. You know that? Ah, I see. It's quite actually cozy. It's like 30 minutes. I can walk all the area. Yeah, nice. Что, друзья, мы с вами переместились в Мутрах. Это один из самых старейших портов Омана, где, в общем-то, прибывали судна, торговали шелками, пряностями, благовониями. Также здесь не сук Вакиф, а Мутра сук. Это рынок, старейший на Аравийском вообще всем полуострове. Здесь посмотрите, какие красивые горы, какой красивый вид. Невероятный. Вот это, смотрите, просто вот как это живописно. Вот эта часть просто сказочно. Меня вообще не пугает жара, никого на улицах нету, я тут одна, мне очень нравится. Пойдем исследовать, там наверху есть форт, крепость. Вот, видите, хочу туда дойти. Сейчас все закрыто, поскольку Рамадан. Водичку я пью тайком, тихонечко в сторонке. Ой, такой классный аромат моря. Просто восторг. Смотрите, какая красота. Чайки, горе. Такие прекрасные беседочки сделаны, смотрите, чтобы можно было спрятаться в тенечек. Очень полезно на всем пути. Набережная Корнища. Я, кстати говоря, думала, что она гораздо
длиннее. В принципе, ее можно пройти буквально за 15 минут. Ой, здесь очень красивая точка. Ай, красота. Смотрите, какая красивая мечеть. Как она красива в центре. Яркие цвета. Чайки. Какая-то неповторимая атмосфера, ни на что не похожа. Здесь, вы знаете, вот, бывает, приезжаешь в места, и тебе все что-то напоминает. Но здесь мне ничего не напоминает, какое-то удивительное вообще место, какая-то своя такая специфика, какая-то своя такая удивительная атмосфера. Ветер поднялся. Смотрите, как я тут классно устроилась, вызвала такси, потому что села батарейка. Остался 2%, думаю, пока еще есть 2%. Надо срочно вызвать такси. А потом шла и увидела эту лавочку. Смотрите, ну, во-первых, она, видите, на солнечной батарее. Правда, сюда нельзя даже прикоснуться, очень горячо. Видите, на краешке сижу. Вот, и там есть зарядка. Вот здесь вот я сижу, заряжаю свой телефон. Вот. Ну, классно сделали, супер. Очень удобно. Напоминает мне такой... На острове Кос тоже была такая же штука, очень удобно. Ну что, друзья, давайте я вам покажу свой номер. У меня номер называется Serai Room. А если вы будете бронировать, отмечайте, на самом деле очень удобная локация, потому что очень быстро ты и на завтрак попадаешь, и на ресепшн. А если ты хочешь на другую сторону отеля отправиться, тебе дадут или багги, или можешь прогуляться, потому что территория отеля просто восхитительная. Давайте я вам сделаю небольшой рум-тур. Во-первых, ну, у меня тут уже размешаны все вещи, потому что мне нужно было сегодня, собственно, утром гладить, потому что, конечно, такие очень тонкие всякие вискозные ткани, они очень сильно мнутся. Вот, и меня, как обычно, выручают все мои вискозные шелковые вещи. Вот, ну, в общем, здесь видите, какая получается такая гардеробная, такая комната. Это место, о котором, в принципе, я мечтаю всю свою жизнь. То есть здесь как бы и косметическая такая зона, и мейкап. Также я здесь погладила, и гардеробная. Ну, в общем, это идеальное пространство, я считаю, для женщины. То есть вот я, наверное, поняла, что это, собственно, как я хотела бы себе иметь мое пространство спроектированным, наверное, как-то так. Вот, здесь душевая. Вот, здесь санузел. Вот. Ну и, собственно, сама комната. Вот, я уже тут немножко повалялась. Пила кофе. Вот. Ну и, конечно же, главное здесь это вид. Вид прекрасный. Вид на бассейн, вид на море. Вот. Что здесь еще есть в номере? Есть еще диванчик. Есть пуфик. Мне кажется, прекрасный большой номер. Я вот тоже выпила кофе, немножко перекусила. Вот. Вода, все в номере есть, все прекрасно, все идеально. В общем-то, номер, мне кажется, достаточно просторный, большой. Смотрите, вот. В общем, все очень, знаете, черно-белое, минималистичное, все красиво, замечательно. В общем, чисто, аккуратно, просто идеально. В общем, восхитительный номер, мне очень нравится. Здесь есть... Нету обычных штор, как мы привыкли, но есть блэкауты, поэтому я сегодня спала прекрасно. Мне блэкаут очень важен, когда он есть. Вот, видите, и там уже готовится к ифтару. Видите, столики поставили. Вот, а я наконец-то оделась и готовлюсь идти на пляж. The Shady. Да, хороший отель. Хороший был выбор, очень правильный выбор. Мне все очень-очень-очень нравится. Вот такой вот у меня классный получился маленький обзорчик моего номера. В общем, рекомендую. Действительно, номер и отель классный. Классный пляж. Хожу по территории отеля, все разглядываю, выбираю себе какой-нибудь классный шезлонг. Пойду сейчас в этот самый длинный известный бассейн схожу, ну и хожу, присматриваю себе какой-нибудь ресторанчик. На вечер их на территории отеля 3 или 4, даже, по-моему, там есть еще японский. Вообще хочу в японский сходить, посмотреть. Да, одна единственная в этом отеле, посмотрите, какой он огромный, даже его весь проплыть. Даже сейчас, наверное, не осилю с недосыпу. Давайте посмотрим. Какая водичка. О, теплое, прям парное молоко. Вот этот великолепный бассейн, известный во всех каталогах, мне кажется,
Все, кто когда-либо гуглил Оман, Маскат, знают этот бассейн. Вот, и я нашла свободный шезлонг. Остатки солнышка сейчас схвачу. Красота. Все рестораны открываются в 7, потому что ифтар начинается только после заката. Не выдержала, не могла. Я не ела с утра. Заказала себе салат с папайей, с помидорами, рыбку. Красота. Доброе утро следующего дня. Мой второй день в Омане. И в мечеть нужно ехать в 8 утра, рано утром. Я проснулась, вырвала себя из плена кровати, быстро оделась в максимально такую закрытую одежду, взяла платочек и еду в Гранд Моск, потому что буквально в 11 она уже закрывается для туристов. Помчались. Сегодня заказала розовенькое такси, видите, female, потому что я устала что-то я с мужчинами кататься, такие они назойливые. There is a lot of female taxi. Yeah, they are. Many, yeah. It's good. Now, from now, I will order just pink one. Absolutely. الاتجاه نحو اليسار ثم Привет, друзья! Ну что, мы с вами приехали в главную Гранд Моск, мечеть, главную Муската Султана Кабуса. И эта мечеть была построена 25 лет назад. Посмотрите, какой здесь шикарный парк, прекрасно организованная парковка. И я почитала очень много интересных фактов об этой мечети. Пойдемте с вами разглядывать, рассматривать, проникаться атмосферой. Эту мечеть туристы могут посетить каждый день, кроме пятницы, в утренние часы с 8 до 11 утра. Так, туристам вход через Ист-Дор, через сад. Пойдем. Освещает этот парк. Вы смотрите, какие красивые цветущие деревья, ароматы, все так чистенько, аккуратно, зелено. Я помню, когда мы гуляли с мужем по Тадж-Махалу, по его парку удивительному. Это, конечно, такое раскрученное место. Кажется, что, ну, не знаю, какое-то обычное туристическое место. Но, не знаю, меня, на самом деле, Тадж-Махал до сих пор я вспоминаю. Это такое мощное место. У него такое мощное расположение. Я была просто в захвате, на украинской мове скажу. Я была просто поражена насколько это действительно место, стоящее того, чтобы его посетить. Вот, видите, Tourist Entrance. На самом деле, ого-го, нужно обойти практически всю мечеть, всю территорию для того, чтобы войти. Красота. На мечети, и, как я только что показывала, я приехала на Female такси. Стоит всего 1,5 реала. Там почему-то нету Female премиум, но есть обычная экономия. Вот. Обычная Toyota Camry всегда приезжает. Вот. И, вы знаете, я поняла, что это просто такой релакс. Я буду все время теперь заказывать female, потому что, когда ты садишься к этим мужчинам, почему-то, ну, в отличие от Дохи, я действительно получала удовольствие от общения с людьми. Все говорили хорошо на английском, были очень такие, скажем так, продвинутые, воспитанные. То здесь, конечно, желания общаться вообще никакого нету. Очень плохо говорят на английском. Вот. Ну и в целом очень пренебрежительное отношение к женщине, более пренебрежительное. Однажды я, когда ехала из аэропорта, он включил футбол, это было 3 часа ночи, он включил футбол на всю громкость, звук, вот, и пытался его смотреть, вот, и я попросила его выключить или хотя бы сделать потише, вот, на что он мне сказал no,
и как бы продолжил это делать все 15 минут. Я включила наушники, он понял, что я недовольна, видимо, вот, и все пытался меня, ой, а посмотрите там, ну, то есть, как бы такое, конечно, не очень приятный экспириенс. Вот, и, в принципе, были приятные водители, но поговорить с ними ни о чем невозможно, ни о каких-то фактах о городе, ни каких-то социальных вопросов, ни о чем, потому что очень плохой уровень английского у всех. Вот, ну что, а мы уже с вами зашла в мечеть, мой костюм обсмотрели мужчины военные со всех сторон, пытались удостовериться, что он никак не просвечивается, пытались настоять на том, что мне нужна абая. Я говорю, мне не нужна абая, у меня полностью покрытая, причем такая свободная одежда, не обтягивающая, вот видите. Вот, они пытались удостовериться, что оно никак не просвечивает, и рассматривали со всех сторон. Как вам такое? На входе в мечеть просто вообще бинго. Так, ну что, мы с вами пришли. Мне очень нравится. Ничего я так не люблю в мечетях. Вот как я сказала, как в Тадж-Махале, это парки, которые окружают мечети. Просто обожаю. Такая красота, вот эта атмосфера. Я же сама проектировала мечеть в Карачи, поэтому для меня это всегда очень интересно. Ну что, вот мы с вами добрались до главного входа мечети Султана Кабуса. Он уже умер он в 2020 году. Эта мечеть, кстати говоря, уже построена почти 25 лет назад. Она была построена в 2001 году. Одна из самых крупных мечетей в регионе. Как обычно, нужно оставить свою обувь. Надо было мне, конечно, одеть попроще шлепанцы, а не диорские. Ну ладно, надеюсь, никто не возьмет. Так. Поставим сюда повыше. Вот так вот. Знала, что не очень нужно заходить в мечеть снаружи. Уже куча... Ну, у меня очень закрытая одежда, но у меня там щелочка есть. Здесь полмиллиметра. Сбоку, да, просвечивается спина. Ну, в общем, заставили все заправить, всю кофту, штаны. Прям не хочется обуваться. Такой чистейший, горячий, теплый, приятный мрамор. Причем он, интересно, этот более теплый, а этот прохладный, прям практически ледяной. Идешь через один. Потемнее и посветлее. Класс, так приятно походить босичком. Вот. На улице мне нравится. Здесь птички, природа. Ну, на самом деле, архитектура классная. Мечети снаружи действительно здорово. Мне очень нравится. Внутри немножко, на мой взгляд, внешнее убранство и внутреннее убранство не так, чтобы здорово так сочетается. Красивое место, красивая мечеть. Вот главный вход. Тут был вход для женщин. Красота. Ну что, вот мы и пришли с вами в Гранд Моск. Я знаю, что этот ковер соткан, естественно, огромный. Целиком здесь размещается в этой мечети 20 тысяч человек. Вес этого ковра 20 тысяч тонн. Когда я проектировала мечеть в Карачи, я тоже рисовала весь этот ковер, чтобы заказать его индивидуально. У меня до сих пор дома лежит этот образец. В люстрах, кстати говоря, видите, огромная люстра здесь в центре. И вообще все эти люстры, они с кристаллами Сваровски. И я почитала интересную информацию. Чуть больше 500 000 кристаллов использовано для изготовления этих люстр.
одна из самых больших мечетей в мире. Здесь может разместиться, как я уже сказала, 20 тысяч человек. Но интересно сделано, действительно большое пространство здесь между колоннами. Очень просторно ощущается эта мечеть. Вот, купол небольшой, то есть основная часть мечети плоская кровля. Михраб. Я уже знаю, как все это называется. Идем в ту сторону. Пойдем рассматривать. Шелковый ковер. Приятный. О, как интересно сделано здесь. Это все целые куски керамики. Класс. Я думала, что это плитка или мозаика, как я делала в своем проекте. А здесь издалека это ощущается как цельный кусок керамики, именно благодаря тому, что швы просто крайне незаметны. Посмотрите, они просто микроскопичны. Очень интересно. Воспринимается как целый. Немножко этот синий ковер сбивает это ощущение вообще атмосферы, потому что, собственно, вот, наверное, настоящая гамма мечети, да? Когда добавляешь в кадр синий, то как-то все это сразу портится. Понятно, что на вкус и цвет, но я бывала в очень многих мечетях, я же говорю, и поскольку сама проектировала, очень большая насмотренность. Мечеть красивая, такая воздушная, но, не знаю, для меня она какая-то неуютная, и вообще отсюда хочется поскорее уйти. Знаете, это вот всегда такой показатель. То есть я, бывает, в места какие-то прихожу, вы знаете, и я оттуда просто не могу отлипнуть. Это независимо, что это, как это. Но вот отсюда хочется просто поскорее уйти, и все. Вот. А вот в парке я бы еще поблуждала немножечко. Я, кстати, вчера, когда думала ехать в эту мечеть, я думала только прогуляться вокруг. А мне говорят, нет-нет, едьте в 8 утра, позайдите вовнутрь, это очень красиво. А я чувствовала, что мне здесь нужно погулять в этой мечети только снаружи. Вот у меня снаружи будет хорошо. Вот я всегда знаю, изначально я же просматриваю ситуацию и сразу же вижу. Я узнала, что мне здесь будет очень хорошо погулять снаружи. Посмотрите, какая сказочная красота. Вот. А внутри вот не мое, нет, там энергетика вообще не моя. Вот. Но снаружи сказочно. Очень красиво. И так интересно, правда, идешь. Одна плиточка горячая, другая холодная. Красота. Стою тут на солнышке, наслаждаюсь, какая красота. Здесь вот гулять по территории этой мечети просто сказочное удовольствие. Любой ракурс, какой ни возьми, просто красивое, невероятное сочетание цветов. Смотрите, какие красивые галереи. Огромная. Видите? С обе стороны. Огромные, красивейшие галереи. Здесь зона омовения. Очень симпатичная. Вообще все здесь уличные пространства мне очень нравятся. Прям не хочется уходить. Очень классно сделано. Подбор материалов и детали. Очень здорово. Ну что, вот мой завтрак второго дня. Я уже знаю, что брать, что я люблю. Салат я миксую. Мне очень нравится вся возможная зелень. Хэш-браун, папайя, хумус, шоты просто суперские. И миксую из всех. У них есть там арбуз, морковь, апельсин, carrot, orange, melon juice. И, конечно же, бенедикты. Ну как же я без бенедиктов? Сейчас еще будет чашечка капучино. Класс. Замечательный завтрак, замечательный отель. Шеди, и у них на самом деле здесь очень вкусное вообще все. И капучино особенно. За вас, друзья.
Прекрасный, роскошный бассейн. К сожалению, все шезлонги здесь уже заняты вот зонтиками. Но вот я вот тут присмотрела. Я, кстати, там именно вчера провела полвечера, лежала, смотрела на огонь. Роскошный, сказочный отель. Красота невероятная. Такой он расслабляющий, медитативный. Это везде журчание воды. Видите, здесь журчание фонтана и бассейна. А здесь шум прибоя. Сегодня море уже такое более волнительное. Красиво как. Так, что тут есть? О, арбузик. Thank you. Так мило разносят арбузики. У меня есть хороший лайфхак, советую всем, когда покупаете какой-нибудь крем для загара. Крем, кстати, классный, но он жирноватый в жаркую погоду для лица. Вот. И я его решила доиспользовать для тела. Поэтому вот так вот. Классный крем, но очень жирный для лица, а для тела просто супер. Такой прям и увлажнение, и хороший SPF. Прекрасный и удивительный отель Шейди. Закат, прибой, чайки. И у меня сегодня будет прекрасный ужин напоследок, потому что завтра я переезжаю в отель Джумейра. Ну что, последний мой вечер здесь в Шейди. Я иду на ужин. Сейчас у меня такое вот платьице красивое. Иду в рыбный ресторан. Видите, вот эти вот очаги по всему отелю. Я пришла в рыбный ресторан. Видите, как я вам говорила, везде свечи и фонтанчики. А там вот шум прибоя, набережная. Красота. Ну что, идем есть лобстер. Та-да-дам, та-да-да-дам. Какая красота. We have Turkish bread, we have mini baguette, and we have brown rolls. Thank you. And here's your free salad. Ну, это, конечно, роскошная атмосфера, восточные ароматы. Мне уже принесли тут хлебушек разный. Смотрите, какая красота вокруг. Звук прибоя. Супер. Yeah, it's good. Yeah, great. Would you like to try first? Yeah. Just opened, yeah? Yes, ma'am. Okay. With lobster will be good this taste. Yeah, thank you. Enjoy. Прекрасный ресторан, прекрасная атмосфера. Заказала лобстера с картошкой и с овощами. Это у них такая коронное их блюдо. Смотрите, какой прекрасный ресторан. Как мне здесь нравится. Почти никого нету. Я всегда прихожу пораньше на ужин, чтобы никого не было. Всякие намазочки мне дали к вину. Очень красивый шум прибоя. Слышите? Послушайте. Красота. Прекрасный ресторан. Классное место. О, красота. Мой лобстер came. Вау. How nice. Thank you so much. О, вы посмотрите, какой огромный. Это моя рука. Это мой лобстер. Картошка фри и овощи. Красота. Ну что, жизнь удалась? Ну что, друзья, вот и подошел к концу мой влог из Омана, отеля Шейди. Завтра я переезжаю в Маскате в другой отель, отель Джумейра. У него там своя такая специфика, свой колорит, своя красота. Ну, а Шейди я прощаюсь. Это был, наверное, лучший отель в моей жизни. Это отель, который мне понравился безукоризненно, безупречно. Здесь все было идеально для меня. Это тишина, изысканность. Ну, вы слышали в этом видео, я много раз об этом сказала. В общем, с вами была Ева. Это такая первая часть моего путешествия в Оман. Завтра начинается вторая часть. Вот, до встречи в новых видео. С вами была Ева.
И я желаю всем женщинам, чтобы вы чувствовали себя счастливыми. Создавайте себе этот рай сказку сами, с помощью ваших любимых мужчин, но обязательно создавайте. Не забывайте про себя, любовь к себе, удовлетворение своих меч, потребностей и нужд – это самое главное. Вот. Выбирайте быть счастливыми. Это всегда выбор. Все. А я с вами прощаюсь. С вами была Ева. До встречи на моем канале. Пока. И, конечно, последние минуточки Шеди. Захотелось прийти снова к этому бассейну, насладиться этим видом. Красота. Каждый уголок этого отеля по-своему прекрасен. В каждом уголке я нашла какое-то свое место, где мне прям очень нравится проводить время. Восхитительный отель. Ну что, погнали? Пока Шеди, переезжаю в Джумейра. Yeah, that's also in a salon. Yeah. No, not the back. Here with me, yeah. Can you help me? Yeah. Thanks. Yeah, perfect. Thank you so much. Hi. I waited for you. Very loyal passenger. Loyal and patient. I'm surprised I received your request from here. Thank you that you came. I understand now everybody's sleeping probably. you also probably slept, tell me honestly, yeah? You was at home sleeping. No. I'm sitting only there, but first time I received from long way. Long way, yeah, 30 minutes. I decided to switch hotels. Try one more. Going to Jumeirah. Which is better, Shedi or Jumeirah? What do you think? Wallah, I didn't go. This both of them. This hotel really impressed me. Impressed me. Very beautiful and very calm hotel and atmosphere. Nice. But in Jumeirah also good there. When I saw that you're coming on a Tesla, I decided, okay, no, for Tesla I can wait. For Lexus, there was Lexus. I thought, no, Lexus, sorry, man. There is a Tesla. This is one good thing.